Всем привет! Это третья часть рассказа о возможном падении на Землю гигантского астероида в недалеком прошлом. И вы, наконец, услышите теоретическое обоснование возможности такого события. Но сначала несколько уточнений. Во-первых, для тех, кто не смотрел первые две части, рекомендую сначала их посмотреть. Так будет проще понять, о чем я говорю. Во-вторых, все расчеты, выводы и формулировки проведены мной лично. Обоснования каждого расчета приведены и продемонстрированы в этом фильме и в предыдущих частях. А теперь приступим к самому интересному, к ответам. Итак, в чем же дело? А все дело в небесной механике. Дело в том, что в космосе нет прямых дорог. Абсолютно все объекты движутся. И это не просто хаотичное движение, лишь бы куда, а четкий маршрут по конкретной орбите. И эта орбита всегда вокруг некоего центра масс. В нашей Солнечной системе этим центром масс является Солнце. И для того, чтобы перелететь от одной планеты к другой, нужно выполнить ряд очень сложных маневров, каждый из которых будет являться переходом от одной орбиты к другой. То есть это будет не прямая линия, а очень кривая. И поведение объектов при сближении будет очень сильно отличаться в зависимости от их масс, размеров и скоростей. Например, если летит камушек размером метров 10-20 или даже 100 метров в диаметре со скоростью, скажем, 25-30 км в секунду, то Земля сразу положит его на лопатки и уронит его на себя практически без какого-либо сопротивления. Если же скорость даже такого маленького камушка будет 40-50 км в секунду, то Земле надо будет сильно постараться. Орбита метеорита точно изменится под действием гравитации, но столкновения не будет. Он просто пролетит мимо, не дав силам гравитации достаточно времени для захвата. Если же камешек более массивный, вроде нашего 200-километрового приятеля, то процесс столкновения будет зависеть от огромного числа факторов и в любом случае превратиться в захватывающий танец двух небесных тел вокруг общего центра масс. Вот тут и начинается самое интересное. Разберем этот танец подробнее и узнаем, почему наши первоначальные вычисления размеров были лишь приблизительными и не имели решающего значения. Тут стоит сразу объяснить некоторые понятия, используемые в дальнейшем. Идеально круглых орбит практически не существует. Все они так или иначе вытянуты. Какие-то вытянуты совсем чуть-чуть и практически неотличимы от круга. Другие орбиты вытянуты как яйцо. Та точка орбиты, которая расположена ближе всего к центру масс, называется перигей, перицентр или перигелий, в зависимости от контекста. А самая дальняя часть орбиты называется, соответственно, апогей, апоцентр или апогелий. Теперь необходимо понять, по каким правилам небесные тела вообще движутся в нашей Солнечной системе. Первое правило – все тела движутся в одном направлении вокруг общего центра масс – Солнца. И если смотреть на плоскость эклиптики со стороны Северного полюса, то это будет направление против часовой стрелки. Если с южного, то наоборот, по часовой стрелке. То есть движение в обратную сторону почти невозможно. Второе правило не столь строгое, но все-таки тоже довольно важное. Объекты должны двигаться плюс-минус в одной плоскости, которая называется плоскостью эклиптики. Конечно, каждая планета, комета или астероид имеет определенный наклон своей орбиты к общей плоскости, но об этом мы поговорим в других сериях. Третье правило. Каждый объект движется не просто по часовой стрелке, но и обязательно имеет центр масс, вокруг которого вращается. Это либо планета, либо Солнце. В редких случаях этим центром является центр нашей галактики, но это относится только к тем объектам, которые имеют четвертую, пятую космические скорости и появляются в нашей системе
так сказать, проездом, временно. Еще одно важное правило – это скорость. Каждый объект обладает первой, второй или третьей космической скоростью. И в зависимости от нее он является либо спутником, либо падающим телом, либо проходящим мимо. Именно скорость, орбита и масса являются определяющими величинами, от которых зависят дальнейшие взаимоотношения между объектами. Теперь можно приступить к дальнейшему расследованию. Давайте разберемся, по каким орбитам и траекториям наш астероид мог врезаться в Землю. Первое. Встречная траектория. Такая траектория предполагает лобовое столкновение с Землей под углом 90 градусов. Именно такая траектория является самой катастрофической и разрушительной. В этом случае скорость столкновения будет складываться из скорости движения Земли вокруг Солнца около 30 км в секунду, плюс скорость движения астероида около 40 км в секунду, то есть 70 км в секунду и больше. Такие столкновения, как видно на схеме, происходят утром. Интересная подробность, правда? Как этот вариант соотносится с правилами Солнечной системы? Плохо. Нет, конечно, такие утренние столкновения существуют, но все они направлены под острым углом к Земле. Лобовых практически нет. Именно потому, что для лобового столкновения наш метеорит должен двигаться вокруг Солнца против общего направления движения планет. Конечно, и такое возможно, но такая вероятность приближается к абсолютному нулю. К тому же, если бы этот сценарий случился, то, возможно, и Земли бы уже не было, а вместо нее был еще один пояс астероидов. Второй вариант более распространен. Это догоняющая траектория. В этом случае метеорит будет двигаться по всем правилам движения Солнечной системы. И поскольку его скорость выше, то он будет догонять Землю, и скорость столкновения будет 10-15 км в секунду. Такие столкновения наиболее вероятны. Если столкновение прямое, под углом 90 градусов, то оно происходит вечером, на закате. Но в подавляющем большинстве случаев сближение происходит под острым углом, либо ближе к полуночи, живой пример – метеорные потоки, либо в течение дня. Направление движения таких метеоритов с востока на запад, если днем, или с запада на восток, если ночью. Конечно, опять есть варианты, зависящие от угла наклона орбиты астероида к орбите Земли. Как этот вариант согласуется с нашим подозреваемым? Отлично согласуется. Высокая вероятность. Однако тут есть несколько нюансов. Дело в том, что если перицентр орбиты такого объекта будет находиться между Землей и Солнцем, то мимо Земли этот объект будет пролетать со своей максимальной скоростью около 45 км в секунду. И у Земли просто не будет достаточно времени, чтобы притянуть его к себе. Кроме того, чем ближе перицентр орбиты астероида к Солнцу, тем более крутой разворот он совершает возле него. И тем большее гравитационное воздействие оказывает Солнце на него. Другими словами, по таким орбитам движутся только очень маленькие и быстрые объекты, а все крупные просто разрываются на части гравитационными силами Солнца. Поэтому нас интересуют астероиды, имеющие крайнюю точку своей орбиты где-нибудь в районе Венеры, Земли или даже Марса. По таким транзитным траекториям как раз и летают самые крупные астероиды. Рассмотрим этот вариант как наиболее подходящий и вероятный. Назовем его транзитным. Итак, транзитный вариант. В этом случае наша планета оказывается на пути астероида или кометы, идущей по маршруту Солнце-Юпитер или Солнце-Сатурн или даже трансуранового маршрута. В этом случае удар по планете также придется сбоку, либо на закате, либо на рассвете, в зависимости от того, на какой части своего маршрута будет находиться объект. Есть еще нюансы, связанные опять же с углом наклона орбиты астероида,
а также местонахождением его точки перигелия. Такой транзитный вариант самый возможный из всех. Тут тебе и огромное количество астероидов и комет, действующих до сих пор, и огромный выбор астероидов на любые вкусы, размеры, массы и плотности. То есть, если такое огромное 200-километровое тело и прилетело к нам, то с огромной вероятностью именно по такой траектории. Продолжаем разбор. Ответим на вопрос, возможно ли прямое столкновение? Конечно, да. Но вероятность попадания одной микроскопической в масштабах Солнечной системы точки в другую, такую же, равняется почти нулю. Гораздо большая вероятность попадания астероида в гравитационное поле Земли и постепенное отклонение орбиты в сторону. Такая вероятность практически стопроцентна. И снова возможны варианты развития событий. В одном случае постепенное отклонение орбиты астероида вызовет его падение на Солнце. В другом он совершит гравитационный маневр вокруг Солнца и, набрав 4-ю космическую скорость, улетит вообще за пределы Солнечной системы. В каких-то вариантах он даже столкнется с Венерой, Меркурием. Но это все последствия кратковременного влияния гравитации Земли на астероид. Во всех этих вариантах астероид лишь отклонится от своего маршрута, но не замедлится. Но нас интересует другой вариант, в котором астероид будет достаточно долго находиться под действием гравитационного поля Земли и сможет замедлиться до 2-й космической скорости. Для этого объект должен как можно дольше находиться между Землей и Солнцем по пути к Солнцу или между Землей и Марсом на пути от Солнца. Лучше всего, наверное, если первый контакт возникнет именно на пути от Солнца и на достаточно большом удалении от Земли. В этом случае Земля будет одновременно отклонять орбиту астероида и тормозить его. Большую роль здесь играет и масса объекта. Если объект слишком массивен, то эффективного торможения не получится. Если же объект будет небольшой, то он сразу упадет на Землю как обычный метеорит. Другими словами, вычисленный и найденный нами в прошлой части класс астероидов диаметром от 100 до 1000 километров подходит прекрасно. Гипотезу подтверждают работы группы Массачусетского технологического института под руководством Ричарда Бинзеля, которые на основе своих наблюдений составили компьютерную модель, где отследили перемещение астероидов и Земли за последние 500 000 лет. Оказалось, что за это время огромное количество астероидов сближалось с Землей на расстояние менее 100 000 километров, то есть в 3,5 раза ближе Луны. И на каждом из них остались следы гравитационного воздействия Земли. Так что же произойдет с астероидом, если его скорость уменьшится до 2-й космической? Если быть точным, до 11 км в секунду. Тогда объект вернется к Земле, станет его спутником. Но об этом чуть позже. Сначала выясним механизм и траекторию, на которых это возможно. Идеальным вариантом было бы такое совпадение, при котором астероид нагонял бы Землю, двигаясь от перицентра своей орбиты к апоцентру, и при этом находился бы на ночной стороне Земли. Такая точка перицентра находилась бы не возле Солнца, как обычно, а между орбитами Земли и Марса. Ничего противоречащего правилам в такой орбите нет, поэтому она не просто возможна, но и косвенно подтверждает предположение о размерах объекта, поскольку такие орбиты свойственны, во-первых, массивным телам, а во-вторых, астероидам, находящимся на трансурановых орбитах. Живой пример – астероид 2060 Херон, диаметр которого, кстати, 166 километров. Итак, наш астероид движется со скоростью около 40-45 км в секунду, удаляясь от своего перицентра в сторону апоцентра, то есть глубоко в космос. И в этот момент догоняет Землю, идущую параллельным курсом со скоростью 30 км в секунду. Таким образом,
Их относительная скорость друг друга составляет всего 15 км в секунду. То есть Земле нужно затормозить этот объект всего на 4 км в секунду. Конечно, это тоже огромная скорость. Но поскольку объекты некоторое время идут параллельными курсами, то у гравитационного поля Земли более чем достаточно времени для торможения. Давайте прикинем, сколько это. За основу опять возьмем очевидные объекты, например, Луну, которая точно находится в гравитационном поле Земли и никуда от нас не уходит. Расстояние до нее 380 тысяч километров. Значит, гравитационный колодец, по которому летел наш астероид, занимал 380 умножить на 2 – 760 тысяч километров. При относительной скорости в 15 км в секунду астероид преодолеет этот путь за 14 часов, а при наиболее вероятной скорости 12 км в секунду, то и вовсе 18 часов. И все это время на него будет оказывать торможение гравитационное поле Земли. Стоит еще раз заметить, что скорость астероида величина средняя, поскольку в разных точках своей орбиты они движутся с разной скоростью. Находясь на дальней точке орбиты, глубоко в космосе, за Юпитером, их скорость составляет от 7 до 20 км в секунду, а в ближайшей к Солнцу точке он разгоняется до 50-60 км в секунду. Таким образом, выбранная нами в качестве образца скорость 45 км в секунду является максимальной скоростью астероида на таком удалении от Солнца. Средняя же скорость астероидов возле Земли составляет 40-42 км в секунду. Другими словами, как только астероид на построенном нами маршруте попал в гравитационное поле Земли, выхода назад у него уже не было. Но это не значит, что он тут же упадет и мы все умрем. Нет, самое интересное только начинается. Под действием земной гравитации астероид не только затормозится, его орбита начнет плавно изгибаться в обратную сторону. И на определенном этапе он повернет назад и займет земную орбиту. Расстояние, на котором он развернется, опять же сильно зависит от его размеров, массы и начальной скорости. Чем выше первоначальная масса и скорость, тем дальше будет точка поворота, апоцентр новой орбиты, и тем более вытянутой она будет. С этого момента между Землей и астероидом образуется общий центр масс, вокруг которого они начинают взаимно вращаться. Скорость астероида не дает ему больше вырваться за пределы гравитационного поля Земли, однако она еще вполне достаточна для вращения по заданной орбите. За примером далеко ходить не надо, он всегда перед нами, это Луна. Но Луна все-таки отдельный разговор. Ее орбита почти круглая, а вот у нашего приятеля все не так. Его орбита сильно вытянута. Тем не менее, теперь наш астероид стал спутником Земли. До тех пор, пока силы притяжения не снизят его орбиту до опасного уровня. Сколько это может продолжаться? Давайте прикинем. Один оборот Луны вокруг Земли занимает примерно 27 суток, но скорость вращения Луны по орбите около 1 км в секунду, а наш астероид пока что в 10 раз быстрее. Ненадолго, конечно, но первое время оборот вокруг Земли он совершал примерно за 82 часа, то есть около 3,5 суток. А это значит, что финальный танец астероида вокруг Земли мог занимать месяцы, годы и даже десятилетия. Но в точках перицентра и апоцентра, находящихся на значительном удалении от Земли, возможно даже за пределами орбиты Луны, начинают действовать сильнейшие гравитационные приливы. Это когда инерция вас тянет в одну сторону, а гравитация в другую. И если объект большой, эти силы начинают разрывать объект на более мелкие части. Такие процессы постоянно наблюдаются в ближайшем космосе. Ближайший пример – пояс астероидов. Остальные примеры рассмотрим чуть позже. А пока запомним две вещи. Объект временно, на несколько лет, занял более-менее стабильную орбиту. Его орбита вытянута и местами проходит довольно близко к Земле.
Поясню для тех, кто не смотрел предыдущие части. Приливные гравитационные силы в любом случае будут действовать на любой объект, но как быстро они его разорвут, зависит от состава и плотности объекта. Железный метеорит, например, разорвать почти невозможно, пока он не достигнет определенного размера. Но наш объект почти полностью состоит из утрамбованного песка и глины. Объяснение в предыдущих частях. Поэтому наш объект будет разорван на несколько крупных частей, что в таком случае будет видеть наблюдатель с Земли. Да ничего особенного, просто на небе появилось 2-3 новых Луны. В случае прохождения мимо Земли астероида диаметром 200 километров на расстоянии 22 500 километров он будет казаться как раз размером с Луну. С одной только разницей. Он никогда не будет виден как полная Луна. Он всегда будет виден только в виде полумесяца. Потому что на таком расстоянии, находясь в тени Земли, он никогда не будет освещен полностью. Вот вам и месяц. И вот именно эти осколки разорванного астероида, возможно, и были теми самыми лунами, которые видные горе-исследователи альтернативных наук дали название Фата и Леля. Однако мы не такие видные болтуны, поэтому, не обращая внимания на крики в спину «Стой, ты не из той Варны, считать должны только жрецы», все равно берем калькулятор и считаем. Мы ж люди простые, советские, любопытные, не признаем деления людей на классы, касты и варны. Что будет происходить с нашим объектом, или уже теперь объектами, дальше? А дальше будут происходить сразу две вещи. Во-первых, сила притяжения будет постепенно снижать их орбиту все ближе и ближе к Земле. Одновременно с этим гравитационные силы будут продолжать откалывать все новые куски и кромсать их на все более и более мелкие составляющие. Ну и, конечно, объект будет тормозиться все сильнее. Постепенно, со временем, все самые легкие и наименее плотные части будут разорваны до состояния пыли и займут более низкую орбиту, образовав таким образом вокруг Земли так называемый аккреционный диск, или в просторечии кольца. Точно такие же кольца мы наблюдаем сейчас у Сатурна, такие же кольца есть у Урана и даже Юпитера и Нептуна. Да что там говорить, даже у Хирона, который всего 166 километров в диаметре, тоже есть такие кольца, но маленькие. Самые яркие и знаменитые, конечно же, у Сатурна. Такие кольца могут кружить вокруг планеты, постепенно снижаясь и выпадая на поверхность долгие годы. У Сатурна они состоят преимущественно из кристалликов льда, у которого плотность 1, поэтому исчезнут они еще не скоро. Однако наши кольца состоят из песка и глины, которая в 2 раза тяжелее, поэтому выпадают на поверхность они гораздо более эффективно, одновременно смешиваясь в верхних слоях тогда еще более плотной атмосферы с водой и распространяясь по всей поверхности. Но еще до этого самые тяжелые части нашего астероида, состоящие, видимо, из базальта и немного железа, освободившись от масс песка и пыли, сильно уменьшились в размерах, потеряли инерцию и массу и теперь могут спокойно упасть на планету. Все они упадут в разных широтах планеты, но обязательно на одном и том же плюс-минус меридиане и практически одновременно. Это вызвано тем, что первоначальное тело, расколовшись в дальнем конце орбиты под действием приливных сил, тем не менее сообщило всем 3 осколкам одинаковое ускорение и почти одно и то же направление. Единственная разница в том, что они должны разлететься друг от друга под небольшим углом вследствие раскола. И чем дальше от Земли произошел раскол, тем больше будет расстояние между ними на меридиане падения. Верно? Но поскольку все части распались одновременно и приобрели одинаковый начальный импульс, но в противоположных направлениях, то расстояние между ними должно быть примерно одинаковым. Так? Так.
А что же наши кольца? Наш аккреционный диск из песка и глины. А он еще долго будет падать на Землю, может даже несколько лет, одновременно заслоняя Солнце и вызвав похолодание. Кроме того, поскольку наш объект был неоднороден, то более плотные обломки дожили до непосредственного падения, а более легкие выстроились в кольцо по экватору в плоскости эклиптики и долго еще сыпались на Землю песком. Думаю, что многим уже все стало ясно, и все-таки надо переходить к доказательствам. Многие уже знают о 3 отметинах на поверхности Земли в океанах. Первая разделяет Антарктиду и Южную Америку, образовывая пролив Дрейка. Вторая практически на экваторе. Также разделяет Северную и Южную Америки в Карибском море. Третья на Северном полюсе, на дне Северного Ледовитого океана. Все 3 отметины начинаются примерно на одном 50-м меридиане. Все 3 имеют очень похожую ширину и глубину, которые варьируются от 450 км центральной, 550 км южной и 700 км северный след. У всех 3 примерно одинаковая длина – 1960, 2300 и 1910 км, а расстояние между ними и вовсе одинаковое. Во всех случаях это 8250 км. О чем это говорит? Небольшая разница в длине и ширине следа говорит о немного разных размерах и разном рельефе в месте столкновения. И неудивительно, не мог же астероид расколоться на абсолютно равные части. А вот придать всем частям абсолютно одинаковый импульс и скорость не просто мог, а был обязан. Поэтому все 3 осколка упали на Землю примерно на одном меридиане. И именно поэтому между ними абсолютно одинаковое расстояние. При расколе они вылетели как шрапнель из дробовика. Но это еще не все. Благодаря уже известному нам механизму расчета последствий от падения небесных тел, вычисляем, что каждый из этих 3 осколков имел в диаметре 170, 200 и 250 километров. И прилетели они практически одновременно, с той только разницей, что самый тяжелый кусок, тот, что упал в Северный Ледовитый океан, прилетел чуть раньше, примерно на 4-5 часов. Плюс еще один 200 или более километровый шар глины и песка, который выпадал еще потом на протяжении долгого времени из аккреционного диска и атмосферы. И это та самая кварцевая пыль, песок и глина, которая распределилась по всей поверхности земного шара и пустыни. То есть получаем итоговый диаметр астероида не меньше 400 километров. Никак не меньше. А вот это уже довольно точные данные. Что еще нам это дает? Ну, например, зная расстояние между точками падения и угол вхождения, мы можем довольно точно определить апоцентр его орбиты в момент раскола. Он составляет 472 714 километров. С теоретической частью, пожалуй, все. И даже доказательная часть есть. Приведенного выше вполне достаточно, чтобы со 100% вероятностью утверждать, такой сценарий в истории планеты точно был. В следующем ролике я наконец присоединюсь к основной массе альтернативщиков и предъявлю исторические доказательства, многие из которых вы уже и так прекрасно знаете, но о некоторых услышите впервые. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.